привет! В этом видео торт-находка для тех, кто любит черный чай с бергамотом, известный также как седой граф. В то же время у этого торта однозначно найдутся поклонники и среди любителей кофе. Для бисквита доводим молоко до кипения и завариваем в нем чай. Для теста нужно всего 30 мл молочного чая, но так как листья берут много влаги, то нужно взять больше. Все пропорции вы найдете в описании под видео. Пока чайное молоко или молочный чай настаиваются, всыпаем чайные листья и измельчаем в порошок. Просеиваем. Теперь берем муку и кукурузный крахмал. Просеиваем 2 раза. Сюда же всыпаем порошок чайных листьев. Уже на этом этапе такой интересный аромат. Прямо хочется поставить чай. Кстати, а вот и чай, но он для коржей. Нужно процедить молоко. И, наконец, займемся приготовлением непосредственно бисквита. Отделяем белки от желтков, обязательно комнатной температуры. И начинаем взбивать их на средней скорости. Скорость не увеличиваем, взбиваем на средней до появления вот такой вот рыхлой пены. Теперь начинаем постепенно вводить сахар 3 порциями. С интервалом примерно в 40-50 секунд после каждой. Ввели часть сахара и взбиваем 40 секунд. В самом конце еще 2 минутки взбиваем на медленной скорости. И вот что должно получиться. Очень мягкие пики. Теперь добавляем сюда желтки. И аккуратно с помощью ручного венчика вводим их в белки. Получается вот такая воздушная и одновременно стойкая смесь. Теперь добавляем сюда половину сухих ингредиентов и вмешиваем их венчиком. Далее вливаем сюда молочный чай. Теперь уже можно взять лопатку и вымешивать до однородности. Ну, очень чайная субстанция. В конце добавляем растительное масло. Снова все перемешиваем. Выстилаем дно формочки пергаментом. Лишнее обрезаем, а бока смазываем маслом. С помощью зубочистки убираем лишний воздух. Ставим в разогретую духовку и печем при температуре 150 градусов. Бисквит получается буквально невесомый, очень воздушный и мягкий. Аккуратно разрезаем его на коржи толщиной в 1 см. Доводим жирные сливки до кипения. И, как вы могли догадаться, здесь мы тоже поварим чай.
Отставляем настаиваться. Добавляем лимонную цедру и процеживаем сюда сливки со вкусом чая. Отправляем в холодильник на 3 часа. Для крема будем взбивать остывшие сливки сначала на медленной скорости, затем увеличиваем до средней. Предварительно, конечно же, добавляем сахар. После того, как масса увеличилась в объеме в 2 раза, отправляем ее еще раз в холодильник. После повторного остывания взбиваем сливки ручным венчиком до кремовой консистенции. Теперь будем собирать торт. Не бойтесь положить слишком много крема. Торт все равно будет не приторным и не жирным, а после суток в холодильнике он приобретет стабильную форму и все хорошо зафиксируется. Кстати, бисквит по этому рецепту получается мягкий, как подушечка. Очень легкий, невесомый и не рвется. Пока торт, так сказать, стабилизируется в холодильнике, можно заняться украшением. Для этого берем кусок пергамента, заворачиваем его в конус, растапливаем немного шоколада, подкладываем под пергамент шаблон, можно приобрести или просто распечатать, и аккуратно выдавливаем растопленный шоколад. Отправляем узорчики в морозилку на 10 минут. Сделать такое украшение для торта гораздо проще, чем может показаться. И такие шоколадные цветы легко отстают от пергамента. Решила добавить сушеный лимон, так как седой граф — это чай с бергамотом, это цитрус. Получается очень легкий и нежный тортик, который буквально пропитан чайным вкусом и ароматом. Сложно передать словами, какой он на вкус. Очень интересный и необычный. Если вы любите черный чай, он вам точно придется по душе. Кстати, тортику на видео всего 8 часов, поэтому крем еще немного нестабильный. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал, если тоже любите черный чай.